Как пережить боль измены? Любой женщине будет в любом случае больно, когда ей изменяют, потому что измена ощущается нами как предательство договоренностей, и чувство конкуренции возникает. Как это так? Он выбрал не меня, а какую-то другую. Значит, есть какая-то женщина, которая ему нравится больше, чем я. Очень много чувств рождается в этом месте, и в этом видео я дам вам несколько рекомендаций, что можно сделать, чтобы облегчить свою боль, если вам изменили. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про измены, любовные треугольники, любовниц, жен, которым изменяют. Первое, что я рекомендую, это попытаться измерить, а ваша боль от измены, которую вы сейчас чувствуете, она соразмерна тому событию, что произошло. Потому что, я повторюсь, конечно, каждой женщине будет больно, будет ряд чувств, но насколько они интенсивные. Это чувства, которые захватывают и не дают жить дальше обычной жизни, то есть они всплывают как в виде каких-то картинок или прокручиваются в голове какие-то слова. И это постоянно как заезженная пластинка в голове. Если это так, значит боль чрезмерная, больше, чем ситуация того требует. В этом случае эти чувства застряли как заноза. Мы не можем жить, не обращать внимания на занозу, потому что чем дольше она в нас находится, тем больше ткани рядом воспаляются. Примерно то же самое с чувствами, которые нами не прожиты, которые в нас застревают. Что такое прожитое чувство и непрожитое? Например, если я спрошу вас, что вы ели вчера на завтрак, вы либо вообще не вспомните, потому что не придали этому значения. Но даже если вспомните, то чувств каких-то особых не будет. Даже если завтрак был безумно вкусным, восхитительным, вы вспомните об этом, но эти чувства не будут такими яркими, как будто это происходит прямо здесь и сейчас. То есть вы вспоминаете об этом как о чем-то прошедшем, завершенном. То же самое с болью от измены. Если прошло неделя, 2, 3, а вы все еще вспоминаете это с той же интенсивностью, как в тот момент, когда вы узнали, значит, это чувство у вас застряло, и оно как заноза. То есть первое, определите, действительно ли это чувство чрезмерное, и с ним нужно что-то делать. Второе. Нужно переработать это чувство. В идеале, конечно, это делается психологическими техниками, практиками, с психологом, который помогает вам соприкоснуться с этим чувством. Обычно у людей, соприкасаясь с неприятными чувствами, срабатывает механизм избегания. То есть хочется, начиная почесать что-то где-то, заканчивая перейти на другую тему, вообще уйти из этой деятельности, заняться чем-то другим, например, полистать что-то в телефоне. Избегание. Наша психика защищает нас от контакта с тем, что нам больно, потому что какая-то часть внутри вас не доверяет, что вы с этим справитесь. И если у вас нет возможности обратиться за профессиональной помощью, и вы хотите помочь себе сами самостоятельно, то сделайте следующее. Попробуйте целенаправленно посмотреть в это чувство, как будто побыть с ним рядом. Как это сделать? Вспомните самый неприятный момент, когда вам было больше всего эмоционально сложно, когда вы узнали об измене. Что это было? Вы прочитали где-то в переписке или вы увидели что-то. Вы вспоминаете этот момент, и таким образом вы касаетесь той нейронной сети, где это записано. А дальше попробуйте просто понаблюдать за тем, что вы чувствуете. Появится желание избежать этого. Но попробуйте не избегать, попробуйте просто понаблюдать, давая сама себе сострадание. А здесь очень важно различить эмпатию и сострадание. Эмпатия — это когда я понимаю, что ты чувствуешь, и давай с этим что-то сделаем, я хочу тебе помочь. Вот эмпатия здесь не нужна, помогать себе не нужно. Сострадание — это когда я вижу твою боль, я вижу, как тебе тяжело, я просто могу находиться с тобой рядом в этом. Вот это нужно дать себе самостоятельно. Позамечать это чувство, побыть с ним рядом и попробовать ничего не менять. Просто дать туда взгляд наблюдателя, сказать себе слова сопереживания. Мне жаль, что так произошло. Это действительно больно, это было неожиданно, возможно, если для вас это было неожиданно. То есть, если вы не готовы по каким-то причинам обратиться за профессиональной помощью, то вам нужно, по сути, выступить в роли психолога в какой-то степени самой себе. И одна из функций психолога, одна лишь из, это давать сострадание человеку, давать внимание, быть с ним рядом в той тяжести и трудности, в которой он находится.
быть с ним рядом и выдерживать его чувства. Вот это все нужно дать самой себе для того, чтобы действительно эффективно помочь себе справиться с чувством, которое вас затапливает. Попробуйте понаблюдать и назвать, что это именно. Это злость, или это ненависть к мужу, или это ненависть к любовнице, или это сильнейшее разочарование, потому что были ожидания, что этого не будет. Или это грусть и печаль от того, что вы как будто теряете связь, да, которая вам дорога. Попробуйте распознать, что именно вы чувствуете. Вероятно, там будет не одно из чувств, которые я перечислила. Обычно там как клубок, смесь нескольких чувств. Попробуйте их рассмотреть. То, что я говорю сейчас, звучит на самом деле вроде как легко, но зачастую людям сделать это сложно, потому что если нет навыка самого себя таким образом терапевтировать в какой-то степени, самого себя поддерживать, быть опорой сам для себя, то, конечно же, вот эти, на первый взгляд, простые действия могут оказаться сложными. Тогда есть еще один вариант. Наш лучший друг в самотерапии, самопомощи психологической — это ручка и листик бумаги. Попробуйте в течение 10 минут, прям поставьте себе будильник, выписывать на листик все, что приходит в голову. Цель — писать все, что рождается в вашей голове. Ну, для начала, конечно, подумайте, да, о том, что вам изменил муж, как это неприятно вам, и дальше начинайте писать. И не контролируйте себя в этот момент. И если мысли отвлекутся на что-то другое, не надо себя никуда возвращать. Пишите все, что из вас выходит. Таким образом, вы из психики выгружаете, вы прописываете, вы отчасти даете этому внимание. То есть это смысл этого примерно тот же, что я описала в первом варианте самопомощи. Но когда вы еще добавляете действия, вам легче не ускользать от этого. Вероятно, одно такое письмо, да, один такой листик, один раз в 10 минут вам может не помочь. Потому что если внутри много чувства, если заноза большая, то это придется проделать многократно. И последнее, что хочу важное сказать, почему этого бывает так много и почему 1-2 раза сделать упражнение самопомощи многим не помогает. Потому что если бы у вас до этого не было травмы, вероятно, это травма отвержения, то измена мужа не дестабилизировала бы вас настолько. То есть, если у женщины нет какой-то травмы, связанной с одиночеством, с отвержением, с пренебрежением, то тогда, если вдруг она оказывается в отношениях, где мужчина изменяет, она понервничает, попереживает, достаточно быстро все это проживет, и через условно месяц, я сейчас очень образно это говорю, потому что скорость работы психики у всех очень разная. Ну, я так даю какой-то координат, средняя температура по больнице, что я встречала. И где-то условно через месяц для нее воспоминание об этом будет примерно как вчера на завтрак я съела какую-то такую гадость неприятную. И все. И никаких чувств не приходит заново. Если же вы сами не можете прожить эти чувства, они как застрявшая заноза, значит, у вас есть место, которое притягивает как магнит вот эти чувства в новой ситуации. Они накладываются на прошлые воспоминания, на прошлый какой-то, вероятно, детский опыт, где важные для вас люди, родители отвергали, пренебрегали, бросали, не уделяли внимания. Самая частая история — это когда ребенок приходит домой со школы, а его там никто не ждет, и с ним там никто не разговаривает. Его не замечают. И вот так получается травма отвержения, которая очень частая. И тогда, конечно, сталкиваясь с любым новым отвержением, а по сути измена — это отвержение, партнер отверг меня, эти чувства прилипают к фундаменту, к слою изначальной травмы. Знать это очень полезно, и тогда можно самой себе объяснять. Да, я сейчас чувствую так много, меня прям затапливает чувствами, потому что у меня есть такой опыт. Но на самом деле можно себе прям говорить, то, что было в детстве, это одна история. Сейчас происходит совсем другое. В детстве я не могла с этим справиться как-то лучше, потому что я была маленькая, зависимая от родителей, от тех близких, которые меня отвергали. Сейчас я взрослая, сейчас у меня есть много вариантов, как себе помочь и себя поддержать.